Здравствуйте, друзья! У меня есть одно объявление для тех, кто не хочет потерять из виду этот канал в случае закрытия Ютуба. Периодически время от времени ходят слухи, что Роспотребнадзор подумывает о том, чтобы закрыть Ютуб для россиян, и вроде даже будут наказывать за использование VPN. Хорошо, если это только слухи. И чтобы не потерять этот канал и в дальнейшем продолжать слушать мистические истории в моей озвучке, подписывайтесь на мои каналы на Рутубе и Яндекс.Дзене, ссылки на которые я оставлю в комментарии под этим видео. Эти платформы точно не закроют для россиян, потому что они русские. Приятного вам прослушивания. Девочка с болота. Автор Киквидзе. Источник сайт Фосто.ру. У всех бывает такое, что все надоедает и хочется новых ощущений. Резко все бросаете и идете, едете, летите, куда зовет душа. Это могут быть самые разнообразные места, начиная от парка аттракционов и заканчивая домиком где-нибудь в горах. Вот и у меня произошел этот щелчок в голове. Собрав в свой старенький рюкзак все необходимое – спички, фонарик, спальный мешок, большой охотничий нож и немного картошки, я собрался в лес. В часов таки 11 ночи я перелез через забор и не спеша побрел по тихим улицам станицы. Уже позади остались фонари, а передо мной была темнота. Мне немного стало не по себе, но зайдя в нее, все было не так уж и страшно. Луна еле-еле освещала поле, и мне было все видно вокруг. Через некоторое время показалась речка, а за ней лес, который мне показался немного жутковатым. Все вокруг, на удивление, было тихим, только где-то вдалеке слышался лай собак. Я вошел в лес и расположился на большой поляне, развел костер и лег на мокрую траву. Звезд было очень много. Иногда виднелись огни пролетающих мимо самолетов. Я был счастлив, что наконец-то отдохну от суеты будней. Но продолжалось это удовольствие недолго. Постепенно небо начали затягивать тучи. Начал накрапывать мелкий холодный дождь. Стал сгущаться молочный туман. Подбросив хвороста в костер, я залез в спальный мешок и готовился ко сну. Дождь все усиливался. Капли становились крупными и сильно били по лицу. Этот природный душ начал надоедать. И в одно мгновение произошло то, чего я боялся. Затух костер. После нескольких неудачных попыток разжечь его снова, я собрал все вещи в рюкзак, включил фонарик и отправился вглубь леса. Бродил я около часа, но подходящего места для ночлега не нашел. Уже успел поменять в фонаре батарейки. Видимость была не очень хорошая, но я смог в тумане разглядеть силуэт, который шел в мою сторону. Сразу же мелькнула мысль, что это либо охотник, либо человеку просто не спится, так же, как и мне. Я пошел фигуре навстречу. Спустя несколько минут меня просто ошарашило. Это была девочка, высокого роста, лет 15 от роду, с рыжими волосами и с россыпью веснушек на лице. Одета она была совсем не по погоде. Желтое платье в горошек и белые босоножки. С дрожью в голосе только смог выдавить из себя: «Что ты одна ночью тут делаешь?» «Я здесь живу», – с улыбкой произнесла незнакомка. Мне показалась она странной. От нее веяло холодом и болотом. Взгляд был пустой. Кожа была очень бледная, с синим оттенком. Первая мысль, которая пришла в голову, с психушки сбежала, скорее всего. Но не успела глазом моргнуть, как ее силуэт также неожиданно растворился в тумане. Идя по лесу, я все думал об этой встрече, но у меня появилось чувство тревоги. Решив, что пора прекращать эти приключения, я решил зайти к леснику Потапычу. Дом его находился в километрах 2 от моего местоположения. Плутал долго, но все же нашел долгожданный дом. В окнах горел приятный желтый свет. Потапыч с радостью пустил меня к себе. Повесив куртку на вешалку, я удобно расположился в старом кресле и, сделав глоток горячего чая,
начал рассказывать ему о своей встрече с девочкой. Потапыч посмотрел на меня и нахмурил лицо, достал портсигар и затянул папиросу. «Эх, молодежь, все вам дома не сидится. Ты бы лучше не бродил по ночам в лесу, а спал бы дома. Вот слушай-ка, что за девочку ты встретил». Я с жадностью готов был слушать старика. Меня мучил только один вопрос: с кем я встретился или даже с чем? Пустив горький дым, лесник продолжил говорить. Если не изменяет мне память, то это в 1973 году было. Май тогда выдался теплым. Целыми семьями на природу выезжали люди. Поэтому работы у нас прибавилось. Деревья обламывали, костры жгли. Водкой, паленкой травились, да и не только водкой. Люди пропадали, но их находили живыми и здоровыми. Только не в этот раз. Тогда я молодой был. Лесничество еще большое было, не то что сейчас. Один лесник на весь лес. Кто ж будет за лесом ухаживать, когда я помру-то? Эх, поживем, тогда и увидим. А я вот о чем. Приезжают люди в форме и говорят, мол, пропала девочка где-то в моем районе леса. Помогай, значит, искать. Приметы, как сейчас помню. Сказали вот такие. Желтое платье в горошек, рыжие волосы и веснушки. 14 лет ребенку. Новые белые босоножки. Зовут Аня. Собрались всем лесничеством ее искать. Также помогали местные и народная дружина. Много народа участвовало в поисках. Даже старики помогали. Ведь они каждую тропку, каждую полянку знают, как свои 5 пальцев. Только вот нашли ее только на следующий день в болоте. Тело, на удивление, плавало на поверхности. Один паренек из добровольцев закричал: «Кажется, там тело, вроде похоже на пропавшую девчонку. Сейчас посмотрю». «Стой, дурак, там болото». «А ну стой!» – кричал ему Михалыч, упокойник. Хороший мужик был, такой простой, но в то же время столько историй знал, что заслушаешься его и не заметишь, как время пролетит. Доставать, значит, ее решили крюком. Не успели дотянуться, как она в один миг ко дну пошла. Мать ее, как в истерике забьется, как бросится к болоту. Еле успокоили, таблетками ее напичкали. В чертовщину не верили тогда, нельзя было. Объяснить это тоже не могли. Докладную написали, что ее в болото засосало. Водолазов вызывали с райцентра, так и не нашли тело. Видать, попрощаться хотела с родителями. Позже отец этой девочки в Афганистане погибнет, а мать окончательно с ума сойдет и в психушку отправят ее. А вот от самой девчонки покоя нет. Люди иногда в истерике прибегают и говорят, что видели, как девочка в болоте тонет. Бывает, ночью я ее встречу, то в окно ко мне смотрит. Я уже привык к ней. Плохого-то она ничего не делает. Наоборот, предупреждает она, что болото рядом, чтобы зеваку не затянуло. Душа просто непокойная. Мечется по лесу, места себе не найдет. Вот и остается ей людей об опасности предупреждать. Родственников ее уже и днем с огнем не сыщешь. Свечку за упокой поставить некому. Эх, жалко мне ее. Ладно, Серега, все, давай ложиться спать. Завтра рано вставать. Поможешь мне крышу залатать. Леший на людской свадьбе. Автор Волк-1. Источник сайт Фостор.ру. Произошла эта история задолго до революции, в 1905 году. Наш хутор тогда был довольно богатым, и, соответственно, было много проблем. Например, зимой волки постоянно наведываются. Конечно, были огромные поля и пастбища, которые часто граничили с лесом. Когда взрослые на полях работали, совсем маленькие дети дома оставались под присмотром своих старших братьев или сестер, но иногда детей брали с собой на поля. И в один из таких случаев, когда выходили на поля, мать с дочерью взяли с собой маленькую девочку, то есть младшую сестру дочери. Ира ее вроде звали, а мать Светлана, а ту девочку не помню, как звали. Ну пусть будет Саша. Работали совсем рядом с лесом, и под конец дня Саша, никому ничего не сказав, пошла в лес.
Первой спохватилась Ира, которая подошла к телеге, чтобы попить. Глядя, сестры нет. Что делать? Куда ушла? Конечно, первой мыслью было то, что ушла Саша в лес. Ира сказала всем и побежала туда. Конечно, кто-то пошел с ней, а кто-то побежал в хутор за помощью. Искали, уже солнце заходит, а Саши нигде нет. На крики никто не ответил, следов так и не нашли. Надо бы уже возвращаться, лес не маленький, уже скоро солнце зайдет. Как бы самим не заблудиться. А Ира, которая отошла дальше ото всех, вдруг перестала слышать крики своих товарок. Оглянулась, а кругом лес. Никого нет, темнеет. Что за чертовщина? Только что же недалеко шли рядом женщины. Видела же сама. Только отвернулась, а уже никого нет. Не хозяин ли тут шутит? Ира опять закричала. Никто не откликается. Закричала еще раз. Опять тишина. «Ну чего кричишь?» – спросил кто-то за спиной. Ира обернулась, за спиной стоял высокий мужчина, одетый весь в черное. Черная рубаха, штаны, сапоги, даже волосы длинные и черные. «Сестру ищу», – опешив сказала Ира. «Маленькую, что ли? Сашу?» «Да, ее. А откуда вы о ней знаете? Она у вас?» «Да, у меня. Отдам ее и тебя отпущу, если дашь что-нибудь взамен», – сказал мужчина. «У меня ничего нет», – огорченно сказала Ира. «Тогда обещание мне дай», – вроде даже обрадовавшись, сказал человек. «Какое?» «У тебя скоро свадьба с казаком из соседнего хутора. Обещай, что я буду посаженным отцом на ней», – сказал мужчина. «А кто ж ты?» – спросила Ира. «Знать-то тебя хоть надо, имя твое». «Леший я». «Ну так как, обещаешь?» – заулыбался мужчина. «А ты точно Сашу отпустишь?» «Точно, точно. Тогда обещаю», – сказала Ирина. Леший расхохотался, засвистел и исчез. А к Ире вышла довольная Саша, держа в руке пряник. Конечно, когда домой пришли, на них обеих накинулись родные. Мол, почему никому ничего не сказала Саша? А ты, мол, почему не откликалась, Ира? А после рассказа сестер про Лешего все попритихли. А что делать? Ира обещала Лешему, что он посаженным отцом будет. Выполнять придется, иначе никак. На следующий день опять вышли на поля. И на следующий. Жизнь на хуторе шла своим чередом. Этот случай на время позабыли, пока не пришел назначенный день свадьбы. Из соседнего села приехал жених, уже накрытый свадебный стол. Изба убрана для молодоженов. И тут на улице засвистел ветер, поднял пыль. И в избу, в которой ждала невеста, вошел высокий мужчина. В брюках дорогих, в пиджаке черном, а рубашка белая, накрахмаленная. «Ну, здрасте всем!» – провозгласил вошедший. А у Ирины в голове голос зазвучал. «Помнишь, что обещала?» «Вы кто?» – послышались возмущенные крики. «А это и есть посаженный отец, о котором я вам рассказывала», – сказала Ира. «Да», – подтвердили мать с отцом. «Ну так представьтесь», – потребовали те, кто был в избе. «Иннокентий Федорович Лесовой», – сказал человек. «Так смотрю, изба хорошо украшена, а счастье тут будет?» «Ну, конечно, конечно», – сказали гости. «А это от самих молодоженов зависит», – строго проговорил Леший, а точнее Лесовой. «Мы сами себе кузнецы счастья. Но верю, будет здесь счастье. Так», – Лесовой деловито посмотрел во все углы. «Жених пригожий, смотрю. А богатый ли?» «В меру», – сказали гости. «Значит, будет богатым», – вынес вердикт Лесовой. «А не гулящий? Да вы что?» – опять завозмущались гости. «Верю, верю. С такой невестой-красавицей не загуляешь», – сказал Леший. «Смотрю, приданная у невесты есть. А на свадьбу без подарка негоже приходить. Во дворе подарки стоят». «Ну, вроде все», – сказал Иннокентий Федорович, усаживаясь на стул. Все в это время вышли во двор и ахнули. Во дворе стояла прямо царская повозка, запряженная шестеркой крепких вороных коней, у которых грива чуть ли не до самой земли свисает. Сбруи у всех позолоченные. Вот в этой повозке молодожен повезем со свадьбы. А в самой повозке несколько сундуков нашлось, и в них ткани разные.
В одном маленьком сундучке украшения разные, в другом монеты серебряные. Вот и время пришло в церковь ехать. Все поехали. И Иннокентий тоже. После церемонии поехали к столу свадебному, а там столы от всего, что на них есть, ломятся. «Не было этого всего, не было», – зашептались все. А Лесовой прошел на самое почетное место за столом, сел и говорит: «Ну что встали? Налетайте». Конечно, всех просить дважды не пришлось. А когда молодожены собираться к себе домой стали, у обоих в головах прозвучало: «И помните меня». Оба обернулись, а Иннокентия Федоровича Лесового нет, нигде. «Ты тоже слышал?» – спросила Ира у жениха. Тот кивнул и сказал: «Он и ко мне приходил, только я ему еще раньше обещал на своей свадьбе быть посаженным отцом». Все подарки Лешего остались, и обещания сбылись. Эта семья была богата, казачок тут не гулял, все были счастливы. Даже революция так и не коснулась их. Счастливо жили. Дай Бог так всем семьям жить. Ну а история не выдумана, может, только немножко приукрашена. Как я уже написал, мне ее дед рассказывала. Верить или нет – ваше дело. О достоверности этой истории мы можем судить только по рассказам. Ну что ж, я склонен верить в эту историю. К тому же, почему бы не верить в хорошее? Караульный. Автор «Крестный отец». Источник сайт Фостор.ру. Служил я когда-то в армейке. Союз развалился. Народ служить особо не рвался. И был в нашем отдельном батальоне очень даже недобор по личному составу. Поэтому на пост, где должны стоять двое, заступал один. Ну и выпала мне как-то зимой честь заступить третьей сменой на склад мин БФ. А склад этот располагался в старом немецком форте номер 11 с водяным рвом. На улице было темно. Фонари и прожектора мы сами от нечего делать до этого еще расстреляли. В карауле мы стояли уже 4-е сутки. Начинались 5-е. Идти на пост не хотелось. По телеку шло что-то интересное. Но позвонили с батальона, сказали, что в армии какой-то кипиш. Может приехать проверка. Делать было нечего, очередь была моя. Собрался и пошел. Пришел. С полчаса потоптался, стало скучно. А у меня было припрятано чуть меньше цинка. 5,45 странссеров. Ну, думаю, делать все равно нечего. Пойду за форт постреляю. Вытряхнул из магазинов патрики в подсумок. Сходил, забил их из заначки и пошел за форт. А там темно, ничего не видно. Фонаря-то ни одного нет, справа ров. До воды только лететь метров 5. А глубина там какая, вообще неизвестна. Шмякнешься, обратно точно не вылезешь. Шинель и броник не дадут. Ну, дошел до места, которое мне понравилось. Закурил и жду, пока глаза привыкнут, чтобы цель какую-нибудь выбрать. И тут я соображаю, что что-то просто капец какое большое, где-то за периметром по болоту, прямо напротив меня ходит. И я башкой соображаю, что это точно не человек. Кругом болото, и там летом в сухую погоду не походишь, потонешь сразу, а зимой и ночью там точно некому и нечего делать. Но в соответствии с уставом все равно сдергиваю с плеча курумультук. Передергиваю и ору. Скорее, наверное, чтобы самого себя подбодрить. «Стой! Кто идет?» В ответ тишина, даже как будто бы ветер дуть перестал. А темно стало еще больше. Стоял я и всматривался в эту чернь какое-то время. И уже думаю, ну его с этой стрельбой, пойду-ка я отсюда. А по спине уже ручьи текут. И тут явственно различаю хруст. И что-то вроде как движется. Ору. «Стой, стрелять буду!» И одновременно нажимаю на спуск от бедра в воздух. Вспышка от выстрела осветила передо мной пространство за периметром метров на 50. И я обалдел. Там все рванулось от меня, как волна. Что это было, я не понял. Но это все понеслось в мою сторону с таким шумом, как будто передо мной был огромный табун лошадей. Я начал стрелять и бежать спиной вперед. Трассеры рикошетили от земли, кустов, деревьев, столбов, колючки. Потом патроны кончились.
Стало темно, просто ужас. К этому моменту я уже летел как ветер, а это неведомое гналось за мной параллельно колючке с другой стороны. Как я отстегнул магазин, как вставил второй, как передернул затвор, я так и не помню. Я даже не помню, как расстрелял второй магазин. Но я добежал до калитки на пост. Там была единственная горячая лампочка. И только там я понял, что за мной больше никто не гонится. Я пробежал километр и даже не запыхался. Во время этого забега я потерял штык-нож, ремень, подсумок, спину от броника. Я потерял все до единой пуговицы с шинели, и у меня посидели оба виска. На столбе с фонарем, до которого я добежал, был переговорник с караулкой. Позвонил туда, начал орать, что тут фигня какая-то творится. Пацаны на всякий случай подняли отдыхающую смену и во всей амуниции выперлись ко мне навстречу. Я, заикаясь, им рассказал, как мог на тот момент, что там жуть. Они сначала не поверили, но когда я зашел в караулку, а они пошли за мной, и увидели меня при свете, желающих идти разбираться со сверхъестественным поубавилось. Наутро мы пошли туда всей толпой. Нашли потерянные мной причиндалы. И парни обалдели, когда увидели, что творится за колючкой. Такого накопать не смогли бы даже 10 батов. И больше наши по ночам на этот пост не ходили вообще. Что это было, я не знаю. Но что-то неестественное и жуткое. Платочек. Автор Эрнеста. Источник сайт Фостор.ру. Жуткая, конечно, история. Не знаю, как бы я себя повела, оказавшись в такой ситуации. Впрочем, читайте сами. Сразу оговорюсь, что некоторые моменты – разговор с призраками по телефону. Я попросила написать непосредственно мою маму, которая общалась с гостьей из другого мира, так сказать, чтобы избежать всяких неточностей. В самом начале 50-х годов прошлого века мой дед получил квартиру в трехэтажном доме сталинской постройки. Вместе с нашей семьей въехал инженер с женой и маленькой дочкой. Жену инженера звали Рима Александровна. Собственно, из-за нее и случилась эта история. Рима Александровна жила всю жизнь в достатке. Муж ее любил и баловал. С моей бабушкой они были лучшими подругами, и все было замечательно. Пока... В общем, муж Римы скончался в конце 90-х, и сразу после этого она начала пить. Остановить ее было невозможно, и за какие-то 3 года Рима Александровна спилась окончательно и умерла. Моя бабушка переживала, помогала как могла до похорон, но вот дочь Римы Александровны повела себя странно. Она не привезла свою мать в наш двор, чтоб соседи и друзья попрощались как положено. Хоронили Риму в закрытом гробу. Моя бабушка и мама вернулись с кладбища в полном недоумении. В эту же ночь произошло следующее. Теперь от лица моей мамы. Как только я легла, чтобы уснуть, почувствовала, что кто-то наклоняется над моей головой сзади, а потом услышала голос Римы Александровны. У нее тембр голоса был такой характерный, что не перепутать ни с кем. Ну, как у Рины Зеленой. «Оля, Оля, что же мне делать?» Я от ужаса закрыла глаза, подняла руки за голову, и получилось, что схватилась за голову Римы. Оказывается, так близко она была. Я поняла, что волосы у нее даже не расчесанные. Она, видно, как упала дома, встать не могла, так и умерла нечесанная. И в морге тоже, видно, ее в порядок не приводили. Вот дочка ее и хоронила в закрытом гробу, и даже к дому не подвезла, чтобы соседи простились. Дочке-то на мать наплевать было, ей квартира нужна была. Я ей говорю: «Что, даже платок не надели?» «Да». «Ну, что-нибудь придумаем». Только я это сказала, как покойница пропала. На этой же неделе в нашем квартале были другие похороны, и моя мама положила в гроб платок для Римы. Она попросила у родственников усопшего, и ей разрешили. На следующий день зазвонил телефон. Я ответила, а там голос Римы Александровны. «Маму позови, пожалуйста». Мама, мамина мама, а моя бабушка. Взяла трубку, а та ей говорит: «Валя, спасибо тебе за все. Желаю тебе здоровья и всего хорошего». И связь оборвалась. Мама стояла обалдевшая.
Рима меня сейчас благодарила. Вечером бабушка после всех благодарностей своей подруги Римы пошла погулять, чтоб прийти в себя. А у моей бабули привычка была наручные часы класть в карман. Надев пальто и положив часы, она отправилась на улицу. Но самый прикол был, когда, вернувшись с прогулки, бабушка не смогла вытащить часы. Они оказались за подкладкой, а дырок-то в карманах нет. Пришлось подклад пальто распарывать, чтоб часы достать. Потом бабушка все ворчала. Всю жизнь Римка надо мной подшучивала, даже теперь упокоиться не может. Шуточки ей все.